Всем привет, это Сая, и когда-то давно я в своей группе ВКонтакте писала о том, что хочу сделать видео с ответами на ваши вопросы, но я так этого и не сделала. Вот, наконец-то я решила заснять это видео, и, наверное, чтобы сильно не оттягивать время, сразу же приступлю к вашим вопросам. Хочешь ли снимать с кем-то видео танец? Да, я очень хочу, но у меня постоянно не получается найти себе подходящего напарника, либо же как-то у нас не складывается с людьми, либо же еще что-то происходит. Например, недавно ко мне приезжала девочка с Благовещенска, и мы просто плохо выучили танец и не записали его. Вот так. Какие планы на ближайшее будущее? Ну, на самом деле, каких-то определенных планов у меня нет. У меня нету такого, что, у меня есть список. Вот, например, через 5 лет я хочу себе построить дом, посадить возле него дерево, завести собаку или еще что-нибудь подобное. Нет, но хотя у меня есть некоторые планы по косплею и прочему. Что-то типа того, что в 2020 году сделать косплей на Олимпийскую Мику, но только так. Почему решила косплеить? Просто потому, что мне нравится это делать, и я хочу этим заниматься. Вот и все. Будет ли еще косплей на Лена? К сожалению, вряд ли. Это не тот персонаж, которому я хотела бы отдать свое предпочтение. Я хотела бы больше все-таки делать Мику. Хотела ли ты когда-нибудь бросить свой канал на ютубе? Не только канал на самом деле. Иногда мне бывает так сложно, что я думаю, может быть, бросите косплей и канал, и все свои хобби, но потом я понимаю, что нет, я не смогла бы этого сделать, потому что это мое все, и все, ради чего я живу и стараюсь в данный момент, это связано с Мику, а я не могу бросить Мику. Это слишком для меня. Кто твой любимый косплеер? Сколько их? Ну, на самом деле, у меня нет определенных любимых косплееров, потому что у каждого человека есть хорошие работы и есть плохие работы. Единственное, я могу выделить только одного косплеера из Японии, это Сая, и, к сожалению, на данный момент она уже мертва. Это тот человек, который вдохновил меня делать одного персонажа и делать кучу его костюмов. Как-то так. В общем, она очень важна для меня. В какие цвета ты красила волосы, кроме голубого? Ну, кроме голубого, дайте-ка подумать. Когда-то очень давно я красила волосы что-то типа очень ярко-рыжего. Но потом это все смылось, потому что я красилась тоникой. Ну и я немного походила светленькой, точнее как немного, где-то полгода я осветляла волосы и ходила с почти белыми волосами. Как ты развиваешь свой навык пения? Практикой? Представь, что ты можешь получить любую способность, что бы ты хотела уметь? Это довольно сложно. На самом деле, когда я была маленькая, я очень хотела получить такие суперспособности, как останавливание времени и летать. Да, полет. Но я не могу выбрать что-то одно. Поэтому, если бы мне что-то досталось из этого, я была бы очень рада. Можешь выделить 3 вокалоидов, которые тебе нравятся больше остальных? Конечно же, Мику, Отомати Уна и Кагами Лен. Да, 3 вокалоида. Собираешься ли посещать фестивали в других городах? Все это зависит от моих финансовых возможностей. Например, где-то в конце весны я собираюсь поехать на фестиваль в Воронеж и на фестиваль в Москву. Куда бы ты хотела съездить? В плане города или страны? Ну, на самом деле, нету какой-то определенной страны или города, куда хотела бы я попасть. Но мне, в принципе, очень нравится путешествовать. Я люблю узнавать что-то новое и видеть новые города и страны. Это очень классно. К сожалению, кроме России, я была еще только в Беларуси и вот побывала в Японии. Но была бы рада куда-нибудь еще съездить или полетать. Да. Подходили ли к тебе люди во время съемок? И как они реагировали? Ну, да, конечно, подходили. Особенно, когда я снимаю что-нибудь на улице. Особенно, когда я снимаю танцы. Очень часто подходят и просто обычные люди, и какие-нибудь пьяницы, и, конечно, как без этого, и всякие нестандартные личности. Ну, в основном реагируют либо положительно, либо высказывают что-то, ну вот, зачем ты этим занимаешься, но потом, когда я им просто говорю что-то типа, а вам какое дело? Они просто уходят. Как ты договариваешься о съемке в общественном помещении? В общественном помещении я, конечно же, если, например, это кафе, я, конечно же, заранее звоню туда, спрашиваю, вот будет у нас такая-то съемка, можно ли ее провести у вас? Если мне отказывают, хотя такого еще ни разу не было, то я не еду туда. Ну, это логично. Но обычно все соглашаются на проведение съемки. Я говорю время, когда я подъеду, и обычно это время я выбираю, чтобы было минимум народу, и чтобы я могла никому не мешать.
Это самое важное. А так, обычно все не против, если их предупреждать об этом заранее. Не хотела бы устроить фотосет по своим же артам. На самом деле, очень давно хочу. Я очень хочу сшить тот костюм, который я себе постоянно рисую. Это синюю кофту и розовую юбку. Но пока не предоставляется возможность. Собираешься ли устраивать какие-либо сходки? Да, конечно, я очень давно хочу устроить сходку с Хацуне Мику, и в последнее время у меня даже появилась идея устроить свою собственную сходку от меня, да. И если я буду устраивать что-то подобное, я обязательно напишу об этом в своей группе и расскажу в каком-нибудь видео, да. Какие игры ты любила в детстве? Ну, детство у меня было, я не знаю, можно ли назвать его сложным, но я не так часто выходила куда-то гулять, вот, если не говорить про школьное время. И в основном я сидела за компьютером и играла во всякие обучающие игры. У меня было очень много дисков. Мне мама прям стопками их покупала. У меня еще были игры наподобие Скузи что-то. Да, он раньше был довольно популярным. Какое мнение со стороны влияет на тебя больше, позитивное или негативное? И влияет ли вообще? Конечно, влияет, любое мнение влияет, но, к сожалению, так как я обычный человек, больше на меня влияет, конечно же, негатив, потому что негатив больше запоминается, он откладывается где-то вот здесь внутри, создает неприятные ощущения. В общем, ну, это, наверное, нормально. Нравится ли жить в Питере? Не было ли желания переехать в другой город или страну? В Питере жить вроде бы нравится, но если бы появилась возможность переехать куда-нибудь в другое место, я бы, наверное, согласилась. Но не в любое, потому что у меня довольно-таки много вещей, и если переезжать куда-то, то не на 1 год, и не на 2, и не на 3, а на продолжительное время. Потому что мой переезд, точнее переезд меня в другое место, занимает очень много времени и сил, и денег, к сожалению. Такая телка. Ты довольна своей внешностью? Нет, я недовольна. Мне дико она не нравится, и я постоянно ною и комплексую по поводу всего. Вот даже сейчас непонятно, почему меня обсыпало, и я целыми днями ною о том, какая я страшная. И вообще, каждому человеку что-то себе не нравится. Даже если, например, вроде бы ты думаешь, что тебе не нравится только твой нос, и там, не знаю, переделаешь его или смиришься, так тебе начнет не нравиться себе что-то другое. Это, наверное, нормально, потому что каждый человек хочет стремиться к совершенству. Ну, я так думаю. Сколько образов Мику ты на себе примерила? Я не считала, возможно, где-то больше сотни. Как к тебе подкатить? Никак. Тебе было бы легче жить одной или с кем-то из своей семьи? На самом деле, наверное, одной, потому что я бы не взяла сейчас со своими родными или со своей мамой, несмотря на то, что я их люблю. Я понимаю, что с этими людьми я бы точно не смогла жить. Возможно ли организовать с тобой совместно фотосет? Да, конечно, почему нет? Если мне понравится идея, то я всегда буду за. Как ты отреагировала на огромное влияние со стороны иностранной аудитории? Сначала мне было очень неловко и очень стыдно, но эти ребята меня действительно поддерживают, они пишут, что любят меня, мне очень приятно, и это повышает мою мотивацию что-либо делать. Я хочу работать и стараться еще усерднее, я хочу делать намного больше. Я не знаю, пока получается мне это или нет, но я стараюсь делать как много больше, в общем. Спасибо большое моим иностранным поклонникам. Куда тебе можно отправить посылку? Вообще, я сейчас чихну. Или не чихну? Нет, я не чихну. Вообще, чтобы мне отправить какую-нибудь посылочку или какое-нибудь письмо, можете просто написать мне в личные сообщения, неважно, там ВКонтакте, в группу ВКонтакте, на Facebook, на мою почту, куда угодно. Я могу просто дать вам свой адрес, но где-то публично его показывать я не очень хочу. Поэтому, если хотите мне что-то отправить, пишите, я буду очень рада. Я обожаю посылки и письма обожаю. У меня даже есть отдельная папочка со всеми письмами и со всеми рисуночками, которые мне рисуют. Она очень классная, да. Я буду очень благодарна. Так, на этом, пожалуй, все. На самом деле вопросов было намного больше, но я отобрала самые интересные, потому что на некоторые из тех вопросов, которые вы задавали, уже либо есть видео, либо же я планирую снять видео, поэтому вот как-то так вышло. Надеюсь, вам понравилось это видео. Большое спасибо вам за просмотр и увидимся в следующий раз. Пока-пока! А нет, все-таки еще не все. Я также хотела бы поблагодарить всех тех, кто делает для меня такие замечательные работы. Большое вам спасибо, мне дико приятно. Если что, свои фото и рисунки вы можете прислать ко мне в группу ВКонтакте или же отметить меня в Твиттере. Еще раз всем большое спасибо и пока-пока!